İkinizin de ipini çektim, mutlu musun? Sana bir daha o herifle görüşmeyeceksin demedim mi ben? Hiç mi bir şey ifade etmiyorum ben senin için? Daha ne ifade edeceksin? Seviyorum seni diyorum, daha ne? Yanımda istiyorum seni, hapiste değil, anlamıyor musun? Eşref defol! Ya git diyorum! Ben sensiz olmak istemiyorum Eşref. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Эшреф сам явился в полицию, чтобы тот, кто тайно следил за ним, смог снова его спасти. И, как он и надеялся, Хыдыр Баба пришел и забрал его. Затем он сказал, что хочет поговорить с Нисаном и поужинать. Когда Эрмака и Гурдала привезли домой, Ганджа и Хафизи, их верная мать, были вне себя от радости. Пока Ганджа одевала Гурдала, Эрмак одевал Муслюма. Эшреф объяснил своим братьям и сестрам, что сам явился в полицию, чтобы узнать, спасет ли его кто-нибудь, потому что не хотел, чтобы он попал в тюрьму и умер. Нисан пришла к ним домой, позвала Эшрефа и сказала ему, как она переживает за него и боится его потерять. Они обнялись. Она пришла на встречу с Кадиром Динчером и сказала ему, что спасла Эшрефа. Динчер утверждает, что не смог сбежать и что он спас Эшрефа. Он напоминает им об их соглашении: «Эшреф, я сила и власть, а ты связался с Эшрефом и потерял мое имущество из-за полиции». Они спорят. Чикдем доставляют в больницу, и она чувствует себя хорошо, но ее мать, прокурор Сельма, испытывает сильную боль и притворяется, что попала в аварию, притворяясь, что не может уйти от преследователей. Когда Кадир говорит Динчеру, что Чикдем привлекает к нему внимание, Динчер просит женщину, которая была с ним, позвонить ему и поговорить с Чикдемом. Но пока они разговаривают с Чикдемом, к нему подходит прокурор Сельма. Чикдем вешает трубку и прячет телефон под одеяло. Нисан возвращается домой к Эшрефу, и за ужином они обсуждают произошедшее. Мюслим говорит Нисану: «Не позволяй этому испортить нам веселье. Спой нам песню». Нисан начинает петь, и все подпевают. Когда песня заканчивается, Нисан внезапно расчувствовывается и говорит: «Я так скучаю по брату, как бы мне хотелось, чтобы его здесь не было». Кадир приходит в особняк в ярости и ругает своих людей. Когда Кинан описывает себя Кадиру: «Мне нужен кто-то сильный, кто не предаст тебя, кто был со мной с самого начала», Кадир говорит ему: «Не позволяй мне встать у тебя на пути, найди того, кто распределял товар». Эшреф приводит Нисан домой и говорит ей: «Ты была права. У тех, кто убил Афру, есть ко мне претензии. Я видел человека, которого видел там в ночь смерти Тайлана, и видел его в нескольких других местах. Кто-то не хочет моей смерти или тюрьмы». Когда Нисан злится и говорит: «Я убедила себя, что эти события не имеют к тебе никакого отношения», Эшреф отвечает: «Дело не в этом. Здесь что-то другое». Нисан обнимает Эшрефа за шею и говорит: «Я больше так не могу, пожалуйста, найди их». Когда Эшреф говорит: «Поверь мне, я найду их», Нисан отвечает: «У меня нет другого выбора, кроме как довериться тебе». Эшреф думает, что Афра увидела что-то, чего не должна была знать, или услышала что-то, чего не должна была знать. Когда Нисан спрашивает, что это может быть, Эшреф отвечает: «Не знаю, но обязательно найду». Когда Сельма спрашивает прокурора Чикдема, почему она сама сняла видео, говоря, что оно должно было попасть прямо ко мне, Чикдем отвечает: «Ну и что? Опять не получилось. Я снова не смогла тебя впечатлить». Сельма говорит: «Я разберусь, я не сдамся». Она уходит. Когда Нисан говорит Эшрефу, что ненавидит любить его и почему я так очарована им, Эшреф отвечает: «Ты абсолютно права, что так сильно меня ненавидишь». Нисан целует ее в губы и обнимает, говоря, чтобы она нашла убийцу Афры. Когда Эшреф спрашивает, что ты собираешься делать, Нисан отвечает: «Я продолжу тебя ненавидеть». Эшреф уходит, и Нисан зовет ее обратно, прося остаться. Они проводят всю ночь вместе, обнимаясь. Утром Нисан идет в больницу к Чикдем, которая получает ранение, и спрашивает, кто в этом замешан. Чикдем, обиженная, говорит ей, что Кадир может быть замешан, и что запись с камер видеонаблюдения с той ночи была удалена.
Ниссан в гневе уходит и отправляется в отель поговорить с Кадиром. Гюрдаль, Мюслим и Фарук перехватывают Сунгура и требуют, чтобы он отдал деньги, которые Эшреф должен русским. Сунгур направляет на него пистолет, формально приказав взять его в заложники. Затем они разыгрывают роль с людьми Сунгура, прося Сунгура убедить Кадира убедить его. Когда Ниссан загоняет Кадира в угол и спрашивает его о его причастности, Кадир, боясь быть пойманным, приказывает ему уйти со своими людьми. Когда Динчер подходит к Ниссан, она говорит ему: «Ты можешь блистать в своей карьере, но сначала ты должен подписать этот контракт». Когда Ниссан зачитывает условия, а Эшреф – предложение, предлагающее ему прервать встречу, он злится и уходит, не подписав договор, говоря: «Это никого не касается, моя личная жизнь». Как только Динчер собирается проводить Ниссана, появляются люди Эшрефа и под дулом пистолета отводят Динчера к Эшрефу. Когда Эшреф спрашивает Ниссана, чего он хочет, Динчер отвечает, что мешает карьере Ниссан и ее будущему, и Эшреф отпускает его. После ухода Динчера Мюслим Гюрдал и Фарук предъявляют Эшрефу деньги, которые они взяли со склада Кадира. Когда они говорят ему, что забрали их у Кадира, чтобы забрать ПСТК, Эшреф говорит: «Ты с ума сошел», и обнимает братьев. Затем они все отдают деньги русским и идут за ПСТКом. Эшреф отдает деньги, возвращается к ПСТКу, забирает братьев и сестер и уходит. Мюслим объясняет Эрмаку, как они поймали ПСТК. Когда Эрмак говорит, что Эшреф, по крайней мере, счастлив, Фарук отвечает, что его счастье недолговечно, ведь любовь делает человека несчастным, и уходит. Фарук, не в силах смириться с поступком бывшей жены, испытывает потрясение. Русские уже собираются уехать на своей машине, когда возникает проблема. Пока они разбираются с ней, появляются Кадир и Кенан со своими людьми, нападают на них, убивают всех и забирают деньги. Когда Кенан говорит: «Если бы только они их не убили, должна же быть причина, по которой Эшреф держался от них подальше», отвечает Кадир: «Я никому не позволю забрать мои деньги». Когда Гурдал говорит Гонджи, что не хочет жениться, Ганджа отвечает: «Уйдя из моей жизни, я не игрушка. Я хочу выйти замуж, родить детей и стать матерью». Гурдал говорит: «Я не тот мужчина для этого». Ганджа отвечает: «Я пойду за кем-нибудь другим». Гурдал отказывается и на это. Ганджа уходит, говоря: «Уйдя из моей жизни». Мюслим Фарук сидит один, когда к нему подходит и спрашивает, что случилось. Он рассказывает, что пошел на встречу со своей бывшей женой Айтен и сбежал, не поговорив с ней. Увидев ее, Мюслим говорит, что это лучшее, что он может сделать. Фарук говорит, что этого не произойдет, но он не может ее остановить. Он говорит, что она ему изменила и что она ему не подходит. Фарук спрашивает, все не так и может ли он перестать думать о ней. Эрмак подслушивает их разговор. Фарук говорит: «Я поговорю с Айтен, а ты, мне кажется, должна поговорить с Эрмаком напрямую». Ниссан разговаривает с подругой. Подруга говорит: «На твоем месте я бы подписала этот контракт, но ты не слушаешь, чтобы я не говорила». Когда раздается автомобильный гудок, Ниссан тут же опускает глаза. Она оставляет подругу дома, берет Фыстага, они садятся в машину Эшрефа и уезжают. Динчер повсюду ищет часы отца. Женщина рядом с ним говорит ему, что Кадир уничтожил русских. Когда Динчер тут же звонит ему и требует объяснений, Кадир спокойно встречает его: «Приходи ко мне завтра, у меня для тебя сюрприз». Ниссан рассказывает о случившемся между ней и Динчером во время прогулки по пляжу с Эшрефом. Эшреф спрашивает Ниссан: «Если бы не я, подписал бы ты контракт?» Ниссан отвечает: «Конечно. Это моя детская мечта». Эшреф отвечает: «Если я подпишу его, то буду жить здесь 3 или 5 лет». Ниссан приходит в ярость. «Послушай, я подпишу его, и ты больше никогда меня не увидишь», — говорит она. «Я отказалась от своих мечтаний ради тебя», — говорит Эшреф. «Не стоит отказываться от твоих мечтаний ради меня». Ниссан приходит в ярость и говорит: «Хорошо, увидимся». Он уходит. Когда Фарук приходит поговорить с Айтен, он узнает, что она замужем и живет с мужем по этому адресу, что глубоко ее разочаровывает.
Придя домой, Гурдал садится рядом с Эрмаком, который сидит один, и рассказывает ей о своем расставании с Ганджей, но спрашивает, все ли с ней в порядке. Братья начинают пить, и тут появляется Фарук и наливает себе, а затем появляется Мюслим. Эрмак говорит: «Ночь будет долгой, я что-нибудь приготовлю». Нисин возвращается домой, разгневанная разговором Эшрефа, и продолжает жаловаться. В гневе она звонит женщине с Динчером и говорит: «Я подпишу контракт завтра». Эшреф приходит к отцу Хадера и спрашивает о пострадавшем. Отец Хадера объясняет, что Эшреф расстроен и у него сердечная связь, и что его любовь к Нисан была ошибкой. Отец Хадера не подходит таким мужчинам, как мы, но когда дело касается этого сердечного дела, нужно что-то делать. Вода сама найдет свой путь. Такие мужчины, как мы, принимают их любовь. Не бросай девушку, жизнь в этом мире устроена иначе, советует он, запомни мои слова. Он вызывает Кадира Динчера в место, которое тот захватил, и сообщает ему, что взял под контроль производителя, который производит товары для рынка. Он заявляет: «Отныне этот бизнес наш, здесь была построена наша империя, рынок будет нашим». Хыдер Баба подходит ближе к своему сыну, которого у него отняли много лет назад, и находит фотографию Якупа Бабы, Кадира и Эшрефа, а также записку от Якупа Бабы. Когда Нисан пришла подписать контракт, вокруг нее собралась группа людей, и Динчер быстро попытался подписать контракт. Когда Нисан спросила: «Мы не торопимся», Динчер ответил: «У нас много работы, так что давайте начнем побыстрее». Эшреф, однако, прислушался к совету Хыдер Бабы и отправился в Нисан. Нисан все еще не решила, стоит ли подписывать, как услышала снаружи голоса. Эшреф подошел, взял Нисан за руку и увел со словами: «Мы уходим». Динчер встал перед ней со словами: «Это твой последний шанс». Когда Эшреф попытался уйти, Динчер потребовал объяснений: «Кто ты такой, чтобы разговаривать со мной так снисходительно? Я бы не стал говорить о мафии». Когда он тянет Эшрефа за руку, тот бьет его и сбрасывает с лестницы. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.